Что купить в Турции в летнем сезоне и сколько это сейчас стоит? Сегодня мы с вами идем на шопинг по самым популярным магазинам одежды De Facto и LC Waikiki. А еще заглянем за бьюти-штучками в Gratis. Покажу актуальные цены на одежду в Турции в 2026 году, а в конце видео, как всегда, поделюсь своими покупками. Наливайте чашечку чая и погнали шопиться. Скоро уезжаем в отпуск, и мне нужно зайти в пару магазинов, купить мужу кое-что, себе кое-что к отпуску, так что беру вас с собой, расскажу вам, какие цены, все покажу, может быть, что-то интересненькое мы с вами даже померяем, еще посмотрим, как здесь сейчас с ценами. Должны быть, по идее, скидки, потому что, уже практически август, и это как раз время сезонных скидок в Турции. Сначала давайте зайдем в De Facto. Вообще De Facto это один из моих самых таких любимых брендов из масс-маркета в Турции. Здесь всегда такие модные новинки. Сейчас посмотрим, что есть здесь интересного. Вот такие шорты, например, стоят 1100 лир. Цены в долларах я буду подписывать внизу. И под них еще вот такая есть рубашка. 1000 лир стоит рубашка. Есть еще в красном цвете и вот такая вот черная. Просто цены вам расскажу, чтобы вы ориентировались, на что рассчитывать. Футболочки здесь, смотрите, написано по 300 лир, это точнее от 300 лир. Вот такая, например, футболка здесь со скидкой стоит она, как раз 300 лир, но это уже со скидочкой футболки. Честно говоря, мне нужна футболочка, но какие-то здесь они все не очень расцветка, вот такие по 500 есть. Короче, какие-то как бабские расцветочки. Вот неплохая, возможно, написано, что рисунок при стирке. Нужно стирать аккуратно, чтобы рисунок сохранить. Тоже не очень. В общем, какие-то в этот раз футболочки, что-то мне ничего не приглянулось. Вот это вроде неплохая такая футболочка. Просто мне нужно, знаете, как в дорогу что-то надеть. Так, сколько она стоит? 500 лир. Наверное, нет. За 500 не хочу ее брать. Если бы она была 300 по скидке, возможно, бы взяла. Так, больше ничего мне не нравится. В основном, видите, такие какие-то принты цветочные. Смотрите, какой пиджачок мне понравился, такой твидовый, прикольный фасон, он укороченный, стоит он 2500, ничего себе цена. Видите, такие пуговички красивые, правда, под него нету штанов, как-то странно, вроде как костюмом, я думаю, оно было бы лучше. И вот такая же в таком подобном стиле жилеточка, но она трикотажная. И, конечно, любой магазин не обойдется без вот такого вот чуда. Котик прямо на вещах здесь лежит, умывается. Видимо, его только покормили. Такой хорошенький. Вещи, конечно, после него уже все такие в шерсти. Котов здесь никто никогда из магазина не выгоняет. И практически в каждом магазине есть такой свой котик. Тут вот шорты вот такие разных цветов. Давайте посмотрим, сколько стоит. 600 лир. Вот такие самые обычные простые шорты. И эти по 500. Хотя, в принципе, мне кажется, они одинаковые, просто разный цвет. Вот есть еще покороче. Шортики черные, бордовые. Так, такие по 500 лир. Вот такие спортивные шортики. Эти вообще, мне кажется, такие коротенькие. Они, кстати, все внутри как двойная ниточка. Здесь говорят, мне кажется, что это на лето жарко. Джинсовые шорты, это, конечно, все короткие, 1000 лир, наверное, больше для молодежи, хотя размеры взрослые, но мне кажется, что это такой молодежный отдел. И сейчас, кстати, очень популярны вот эти юбки-шорты такого фасона. Здесь, видите, под низом шортики. Вообще в Турции это прям, не знаю, хит сезона, мне кажется. Прикольная юбочка, кстати. Такие еще есть. Это тоже все юбочка, а под низом шортики, чтобы, не дай бог, нигде ничего не было видно. По 900 лир вот такая юбочка прикольная. Так, пойдемте посмотрим, что здесь по футболкам. Да, здесь, видите, такая молодежная серия. Вот эта футболка мне напомнила мою молодость. Наверное, года где-то 2000-е. Смотрите, на одно плечо. Точно как мы носили. 500 лир она стоит. Видимо, мода возвращается. Еще вот эти брюки, которые год не выходят из моды. По-моему, они называются палаццо, да. Такие просто широкие джинсовые брюки. Сейчас они стоят 900 лир. На них скидки нет. У меня есть, кстати, подобные. Я сейчас вспомнила, что я их в этом году еще ни разу не носила. Я даже не знаю, где они. Надо порыться и найти. Вообще, это прикольная модель. Мне нравится, как они смотрятся. И джинсовая ткань здесь очень легкая. Именно летний такой вариант, летящий. И в них не жарко летом. Поэтому вот как раз надо найти себе
эти штаны. Здесь завышенная талия. Вот эти еще такие голубые. В общем, разных цветов они бывают. У меня темно-синие. Найду их дома, когда приду. Мои любимые платочки. Я вам всегда здесь показываю. Вот со Стамбулом, например, сейчас со скидкой. Они 300 лир стоят. Здесь вот такой рисунок Стамбула. Классный на самом деле. Вот на подарки кому-то привезти. Мне кажется, это вообще супер подарок для родных. Такой платочек именно с рисунком Стамбула. Жалко, нет открытых. А такие еще есть на сумочки можно цеплять, и либо же на голову сейчас тоже модно. И вот эти вот косыночки такие на голову тоже модно. Но они подороже, 500 лир стоят. Я зашла в примерочную, чтобы померить вот такую вот рубашечку. Сначала она мне показалась бабской, но у нее очень хорошее качество. Это 100% вискоза. И она со скидкой 250 всего лишь лир стоит. Я взяла 2 размера и вот померила один. Мне нравится, что здесь такие на боках как бы резиночки и на спине тоже. Из-за этого она кажется приталенной. Но немножко как-то меня смущает, под что ее носить. Поэтому напишите, как вам, да или нет. Интересно услышать ваше мнение. Вот видите, сзади это такая резиночка здесь. В целом фасончик неплохой, но вот расцветка меня смущает. Не знаю, под что надеть. Де-факто абсолютно ничего интересного нет, кроме той блузочки, что я мерила, но я ее так и не взяла, не понравилась она мне, не знаю, под что надеть. Поэтому иду в Вайкики мужу за тапочками для купания. Мужу мне надо купить тапочки-коралки. У нас с Мира есть, а вот мужу я хочу тоже купить такие же. Так, я зашла, в общем, не на тот этаж, поэтому сначала здесь идет детская и женская коллекция. Ну, давайте, раз уж я здесь, покажу вам, что здесь интересного для нас, для девочек. Смотрите, такое платьице, как на манекене. Интересно, сколько оно стоит сейчас. 800 лир, на него скидка. А вот мое платье. Что? 500 лир? Блин, я его купила за 1000 лир. Буквально пару раз надела. Ну, обидно, конечно, 500 лир, 50% на него скидка. Ну, хотя я смотрю, что... Ага, здесь все понятно, почему такая скидка, потому что остались только большие размеры. 40, 42. У меня 36, кажется. Нет, 38 у меня, поэтому ладно, прощаю. Но, видите, последние размеры остаются и начинаются распродажи. Вот такое вот платье поло прикольное. Ну и здесь вот еще много-много разных таких летних платьиц. Сейчас вот мода на такие прямые, вот типа такого. Но это, правда, толстая ткань, не знаю, летом, наверное, не очень. В нем удобно. 1300 лир и на него нет скидки. Или вот это тоже такое плотное, но, не знаю, фасоны красивые, но иногда ткань не очень. Мне понравились вот такие вот балетки. Смотрите, какие они прикольные. Здесь вышивка, и они стоят тоже со скидкой 500 лир всего лишь. Я их померила уже. Ну, не знаю тоже, опять же, под что их носить. Это сеточка такая. Поэтому пока оставлю, насчет них подумаю. Не знаю. Так, смотрите, мужское. Вот здесь плавки. Мне, кстати, мужу тоже нужно купить плавки. Точнее, шорты плавательные. И тапочки такие. О, отлично, на них скидка. 300 лир. И как раз вот сейчас найду мужа размер, надеюсь, есть. У него 43. А вот такие еще серые есть. Вот тут большой выбор, смотрите. Сейчас я ему, наверное, сфотаю тогда, какие он захочет. Пусть сам выбирает, потому что, ну, у него такой вкус немножко не такой, как у меня, поэтому я предпочитаю так делать, фотографировать. Сейчас я, наверное, разложу. Вот такие еще синие. Нет, синие не буду. Вот серые, да. Серый, сейчас я просто смотрю, чтобы был его размер. В общем, я сфотала ему вот эти вот 4 пары, и он выбрал вот такие вот синие. Хотя я бы, наверное, взяла серые. Видите, они так гнутся, очень классные, мягкие тапочки. Ну, серые оставляем и берем ему то, что он хочет. В общем, это ему носить, не мне, поэтому беру 42-43. Так, мужская рубашка здесь 700 лир, скидки на нее нет. Мужчины просили показывать их тоже коллекции, поэтому немножко вам пройду здесь. Так, вот такая футболочка поло, сейчас по скидке 400 лир. Я, конечно, сильно углубляться не буду, потому что все-таки не сильно в этом разбираюсь. Вот смотрите, под поло сделана футболочка такая. Мужская коллекция мне вообще не понравилась, поэтому пришла в коллекцию мою любимую Elsie Waikiki Home. Такие полотенечки здесь для кухни. Ой, в общем, видите, коллекция у них такая вся морская тема. А с другой стороны, это, я так понимаю, уже новая
коллекция. Здесь у нас вот такой вот леопард. Хотя, по-моему, я что-то такое тоже видела. Какие красивые бокальчики. Прелесть. Каждый сезон по несколько раз у них обновляются вот эти вот коллекции LC Waikiki Home. Я всегда здесь люблю лазить, смотреть. Это что, пахучка? Ну, на нее скидки нет, так что брать не буду. В общем, ничего пока интересного не увидела. Я в женский отдел вернулась. Тут тоже смотрю такие тапочки по 400 лир. Только смотрю, что не все со скидкой. Это женские, говорят, купальнички такие. Кстати, очень много купальников привезли. Некоторые почему-то без цены. Ну вот со скидками тоже какие-то есть варианты. Кстати, продают отдельно верх и низ. Поэтому здесь нужно искать. Такие накидочки. А, это юбочка, наверное, такая. Так, но они без скидок. В общем, не знаю, ничего мне особенно не заинтересовало. Так, сумки пляжные. Сумка, интересно, сколько стоит. Хотя у меня есть подобная. 400 лир, на нее сейчас скидка. Вот такие накидочки. Ну, не знаю, в общем-то, что-то думала присмотреть, но ничего не нашла. Так, полотенце пляжное. Смотрите, красивая такая расцветка. Кстати, очень приятная на ощупь. На полотенце скидки. Вот такое еще есть. 360 лир. Классно. Это, кстати, хлопок, судя по всему. И есть такие разные расцветочки, прикольные, со скидками. В принципе, можно было что-то выбрать. Но у меня очень много полотенец. Такое леопардовое есть. О, помните, мы с вами видели уже вот эту сумку, только желтую. Сейчас на нее скидка. Стоила она тогда 500 лир, а сейчас вот 280 лир. Так что реально цены здесь настоящие, то есть скидки настоящие, потому что цена действительно снизилась. Ну что, пойдемте дальше. Я вот думаю зайти сначала в Росман, раз уже он здесь мне по пути, и посмотрю всякие миниатюрки с собой в отпуск из косметики. Здесь они точно есть, как в любом таком магазинчике. Смотрите, вот, например, удобно брать с собой вот такую вот зубную пасту и зубную щетку. Она складывается. Ну, у нас такие уже есть дома у каждого. Вот она стоит 140 лир. Есть дешевле аналоги по 100, по 90 за 2 штуки даже. Вот без зубной пасты. Вот такая вот щеточка. Очень удобно в дорогу с собой брать. Такие есть мини-дезодоранты. О, кстати, вот такой у меня был от Исаны. Он, кстати, такой неплохой. Пшикалка дезодорант и мужской тоже есть. Стоят они по 80 лир. Ну, в дорогу, вот, как я уже сказала, это все очень удобно. Так, всякие кремушки. Это, по-моему, это зубная паста. Ну, такое, наверное, мне ничего не надо. Сейчас я подумаю, даже не знаю, брать здесь что-то или нет. Или, наверное, я лучше пойду посмотрю в гратис. Салфеточки такие. Кажется, они у меня дома были такие. В общем, я тут не буду брать. Лучше я зайду в гратис, посмотрю. Но сначала по дороге зайду во Фло, посмотрю там мужу. И в Пенте, кстати, тоже нужно зайти потом. Посмотрю шорты плавательные мужу. Во Фло есть тоже разные. Сейчас я там гляну, потом в Пенте зайду. Так, смотрите, вот такие есть оранжевые. Ну, у мужа вообще очень по хорошей цене. Это Kinetix. Это такой самый бюджетный вариант здесь именно во Фло. У мужа есть просто такие оранжевые. Вот эти мне понравились. Сейчас я ему их сфотою. Это Lumberjack. И стоят они, сейчас я посмотрю, 800 лир. На них скидки нет. Вот, не знаю, понравится ему или нет. Это такой цвет Тиффани, что ли, не знаю, как сказать. Вам на камере чуть-чуть по-другому отображается. Так, давайте здесь еще посмотрим. Какие-то я увидела шорты. Вот такие есть красные. Точнее, такой там, даже не знаю, оранжево-красные какие-то. Сколько они стоят? 550 лир. Это Kinetix. И такие же вот синие. Тоже сфотографирую ему, может, выберет что-то из этого. На спортивную одежду я еще смотрю, здесь скидки. Ну, не знаю, вот сколько, например, стоит футболочка. 780 лир. Это Lumberjack. Скидки, наверное, я так понимаю, только на Kinetix, что ли. Да, видите, Kinetix, конечно, дешевле стоит. Ну, это сама, вообще, это марка обуви. Такая самая бюджетная в Турции, мне кажется. Но, видите, они одежду тоже делают. Ну, тут тоже это что у нас? Это без скидки, короче, футболки. Все, пойдемте в гратис. Я смотрю, правда, здесь скидки. Это значит, что будут очереди, как обычно. Так, мне нужно купить средство для эпиляции. Вот такой вот крем. 40 лир всего лишь он стоит. Вообще супер, возьму себе. Есть еще в Турции вот такой вот отбеливающий крем для волосков.
Вот он, вот так он выглядит. Тоже турчанки, кстати, им пользуются. И полоски всякие вот здесь тоже, это очень популярно, вот этой марки Remove. Но я возьму B-Beauty, потому что они дешевле. Вот такие вот полоски стоят, восковые полосочки, 37 лир всего лишь. Так что возьму их. И вот такой карандашик я еще могу посоветовать. У меня просто дома такой есть. Для бровей я его использую. Ну, для удаления волос на лице вообще его используют. Очень удобный в использовании. Очень давно им пользуюсь. Правда, у меня желтый. Сейчас смотрю, желтого нет. Так, такую масочку я когда-то еще брала. 50 лир. Она стоит gratis. Это их собственная марка. Маска для ног. Пилинг. То есть у вас через 4, написано 4-6 дней, у вас просто с ножек отходит ваша вот омертвевшая кожа, и получаются такие ножки, как у младенца. В Турции очень популярны вот эти вот перчатки, которые называются кесе. Это перчатка вообще для хамама. Ну, на самом деле, это перчатка пилинг. Вот так она выглядит. Они есть разной жесткости. Вот это орта, это средней жесткости, 304 лиры. Есть еще более такая толстая, есть разных размеров. Видите, есть даже для лица маленькая и даже для мужчин. Но они очень подорожали, они раньше стоили вообще копейки, 300 лир. Мне кажется, что это очень дорого. А я, наверное, возьму себе сейчас вот такое мыло с губкой натуральной. Мыло-пилинг я его называю. Это очень классное средство для душа, и стоит оно здесь всего лишь $35 в туристических местах. Ой, 35 лир, извините, в туристических местах, конечно, в разы дороже. Еще такие салфеточки могу вам посоветовать для интимной гигиены. Очень удобно брать с собой в дорогу. Они стоят 30 лир, продаются только в gratis. Именно эта марка, это их марка. Смотрю, что у них есть еще какие-то спреи для интимной гигиены. Вот такой вот гель. Короче, большой выбор. Салфетки классные. Я себе еще возьму, класс, 18 лир. Всего лишь стоит такая маска после солнца, After Sun Mask. Она с алоэ вера, я ей уже пользовалась, и вот сейчас наберу еще. Так, вот еще какие-то здесь маски. Есть еще корейские, ну корейские подороже, 67 лир они стоят. Тканевые корейские маски, разные есть. Такие, мы брали, кстати, когда-то вот такие тоже прикольные. И кремушки для солнца покажу вам. У меня вот такой, Арко. И я им довольна. Второй год подряд я его покупаю. Правда, смотрю, что цена на него немножко увеличилась. 600 лир стоит. Я, кажется, за 400 брала вот буквально месяц назад, если мне не изменяет память. О, какая-то новинка от Garnier. Wonder Tint. Ага, это крем с витамином С и с защитой SPF. Да, но он цветной. В общем, здесь в градусе очень-очень большой выбор. Есть еще их собственная марка, тоже вот такой крем по 112 лир. Увлажняющий, но он с SPF. Ну что, девочки, мальчики, как и обещала, покажу мои посылочки, мои покупочки. Значит, я купила в основном все для мужа, но кое-что для себя тоже. И еще мне очень интересные посылки пришли, так что девчонкам тоже будет интересно. Давайте вначале покажу, что купила мужу, чтобы мы с вами с этим распрощались. Мужчины тоже просили показывать покупки для мужчин, да, мужские коллекции. В общем, смотрите, взяла ему вот эти шорты, он выбрал из магазина Flo. Взяла я их за вот 800 лир. Они стоили, это у нас марка Lumberjack. Ему понравился цвет. Но потом я еще зашла в Penti, и там, оказывается, тоже очень хороший выбор мужских таких плавок. Да, кстати, в Турции мужчины плавки не носят. Плавки, которые вот именно такими, знаете, обычными трусами, да. Вообще никогда турок не оденет такого рода плавательные шорты. Вот только вот такого плана турки носят, именно шортами, чтобы ничего нигде не выпирало, не дай бог. И я считаю, что это правильно, потому что, ну, честно говоря, мужские плавки именно в виде трусов, когда все как бы наружу, да, для меня тоже это кажется очень так неприятненько для окружающих, так скажем. Так, в Penti я ему взяла еще двое шорт. Так получилось, что вначале купила эти, потом пошла в Penti, и там мне понравились еще вот эти двое. Муж одобрил, вот такие вот с акулами. Они просто были по хорошей цене, поэтому я их взяла. Они стоили со скидкой. В Penti сейчас скидки, там я вам не снимала. Так, здесь нет ценника. Но они, по-моему, по одинаковой были цене. Сейчас скажу, какие. Вот это одни. И вторые вот такие вот. Ну, тоже мне понравилась расцветочка.
Такая, вот эти понравились на самом деле мне больше, а те мужу, я ему скинула фотографии. Но он сказал, что эти тоже неплохие. Бери, говорит. Значит, из столи они 733 лиры. И эти, и те по одинаковой цене. Скидка на них 50%. В столе 1400, сейчас скидка 50%, 730 лир. Это вообще супер цена. По такой же цене, в принципе, и в Вайкике я видела там шорты, по-моему, кажется, я вам показывала там. А в Вайкике я ему купила вот такие тапочки. На самом деле, это тапки как бы типа для бассейна называются, скорее всего, да, наверное. Но мы их используем как коралки в море, потому что туда, куда мы едем, там иногда бывает такое каменистое дно, поэтому обязательно нужны такие тапочки. Вообще я советую всем, кто едет отдыхать в Турцию, берите с собой вот такие тапки. Их можно купить в Турции, их полно в LC Waikiki, как вы видели. Вот они стоят всего лишь 300 лир сейчас со скидкой. Нормальная их цена была 450, сейчас 300 лир. Они есть и на детей, очень много. Вообще выбор там большой был. И на девушек, на женщин тоже есть. У меня и у Миры есть такие тапочки. В прошлом году я покупала. Вот я мужу взяла. У нас раньше были другие, такие более плотные. На курортах тоже их очень много продают, но там, конечно, цены дороже. А эти мне нравятся именно тем, что они очень мягкие. Вот такие, видите? Просто супер. Они очень быстро сохнут. Тут эта стелька вытаскивается, и здесь как бы в дырочку вот эта вот подошва. И можно песок очень удобно смыть с них. У нас раньше были другие, там такого не было, и вообще песок забивается, очень неудобно. А эти вообще очень классные. Вроде бы это все, что я мужу купила. И еще нам пришла посылочка. Вот такие вот очки для плавания. Это марка Decathlon. Вот видите, видно вам или нет. Я заказывала их на Trendyol, слава богу, они успели прийти. У нас были очки, но они порвались, поэтому вот взяли вот такие, кажется, 300 лир. Ну, в общем, точно не могу вспомнить. Я все ссылки оставлю на посылке свои под этим видео, чтобы, если кому-то тоже, может, нужно. Все быстро отправили, в общем, классно. Теперь покажу, что мне пришло еще из Trendyol. Я набрала сумок, потому что я решила купить себе как бы в отпуск сумочку. У меня раньше была, сейчас я покажу какая. Вот наподобие такой сумки. В Турции такие сумочки называются канвас чанта, потому что они тканевые. Такой как бы, не знаю, как на русском называется эта ткань. Короче, такая плотная, как мешковина. Ну, не знаю, в общем, точно, видите. Они очень классно смотрятся. У меня была такая сумка в прошлом году, но минус единственный вот таких сумок, они как бы, можно сказать, если вы решите их постирать, то все, они уже теряют свой вид, теряют свою вот эту форму, мнется просто вот эта ткань, когда вы стираете, ее потом невозможно выгладить вообще ничем. И, конечно, вид у сумки уже совсем другой. Ну вот у меня была подобная, вот такого же цвета розового, чуть-чуть была другая модель, тут с кармашком была. Сейчас взяла вот такую. Тут можно менять ручки разных цветов делать, у меня, кстати, тоже ручки есть. И она на замочке. Раньше у меня была не на замочке. Оставлю ссылочку, очень классная сумка. И стоила она вообще недорого, я ее брала, кажется, за 450, но сейчас я смотрю на Trendyol, она немножко дороже стала, но может быть опять на скидке словите ее. Она такая небольшая и очень, на самом деле, удобная. И еще такую же взяла, просто не смогла выбрать, но другого цвета, уже вот такой черно-белый вариант. Это тоже, может вам кажется, что это пластик, но нет, это на самом деле тканевая, она полностью из ткани сделана, тут уже черная ручка. Тоже на замочке, короче, модель полностью такая же. Вот я теперь не знаю, какую мне сумочку взять с собой в отпуск. Еще у меня третья есть, третий вариант, сейчас вам тоже покажу. Короче, я пока не знаю, наверное, буду подбирать под одежду, посмотрю. Ну, скорее всего, розовая подходит, но я просто, мне на самом деле вот это как-то даже больше нравится. Короче, не знаю. И третья у меня вот такая сумка, с ней я уже ходила. Это подделка под знаменитую The Bag. Кажется, так они называются, или как-то еще по-другому, в общем, The T-Bag. В общем, короче, вы поняли, думаю, что все видели такие сумки. Это тоже тканевая сумочка полностью. Она серая, здесь розовая ручка. Можно ручки вот эти вот менять местами, как бы. У меня еще есть одна цветная ручка, и этим они удобны. Она, правда, без замка, просто я с ней уже ходила, на такой магнитике, короче говоря. И эта сумка очень удобна тем, что она очень вместительная, прям куча всего в нее влазит, и можно с ней, знаете, набить ее как бы и ходить. Все влезет, и камера, вот именно поэтому я думаю, что ее взять, потому что и камера влезет, и телефон, и какие-то еще там штучки. Вот я, короче, не знаю, какую даже мне сумку взять. Это тоже стоило около
500, кажется, лир. У меня тоже была подобная, но черная в прошлые года. Но она тоже ее постирала, потому что она уже так, ну, как бы запылилась. И в итоге она потеряла свой вид. Она сейчас такая, если это, видите, такая как бы хорошо держит форму, она твердая такая вся. Та стала такой очень мягкой. Короче, к сожалению, ну да, вот такой недостаток у этих сумок. Так, теперь показываю вам, вроде как я все рассказала из этого, теперь показываю вам, что я купила в Gratis. Значит, взяла себе краску. Завтра у меня последний день перед выездом, и мне нужно сделать кучу дел. Мне нужно сделать маникюр, педикюр я сегодня сделала. Маникюр нужно будет сделать и волосы покрасить. Я в последнее время беру вот такую краску. Раньше я брала Garnier Excellence. Мне она нравилась тем, что там в составе такой бальзам фиолетовый, и волосы как бы после краски не рыжели особо. Ну, конечно, когда она смывается, рыжели, но вначале нет, то есть хороший оттенок. Но потом я как-то попробовать решила эту Green Therapy, потому что ее блогеры советовали. И мне, знаете, понравилось вот такой, извините, вот такой вот цвет, и реально он такой будет. Видите, я выбрала себе оттенок мока кахве, то есть кофе мока, так скажем. И он действительно получится вот такой. И мне нравится тоже тем, что он не рыжит. Конечно, краска может быть, не знаю, не такая популярная, да, как Garnier, но... Ой, как L'Oreal, извините, у меня L'Oreal Excellence была. Но, вы знаете, мне она нравится. Мне тоже... Оттенок хороший. Вот сейчас, видите, у меня смылась краска. Все они быстро смываются. Вообще я вот такой красилась. То есть волосы были такие. Сейчас, видите, все-таки отличается оттенок. И тоже он такой посветлел. Короче, покрашу завтра. Дальше взяла. Всегда беру с собой вот эту вот колонию из Гратиса от марки B-Beauty. Она стоит очень недорого, кажется, 30 лир, если я не ошибаюсь. Там есть разные запахи, но вот это вот Жапон Кираз Чичи. Это японская вишня. Ну, вообще, это как бы типа сакура. Просто обалденный запах, как дезинфектор для рук я его использую. Ну, в общем, колония. Думаю, что все, кто в Турции хоть раз были, знают, что такое колония. А эта колония такая парфюмированная и очень-очень приятная. Взяла себе еще вот такой вот кремчик с оливкой от марки Далан, очень популярный крем. Я его взяла, знаете, зачем? Чтобы в сумочку с собой бросить, когда в дороге там руки помазать. Ну, такая удобная упаковочка. Я так часто делаю, чтобы в сумочке такой кремушек был. Взяла, обязательно, конечно же, перед отпуском нужно сделать эпиляцию. Это крем для удаления волос. И взяла еще вот такие вот полоски для удаления волос. Они там стоили, я вам показывала, копейки, поэтому и набрала. Еще вот такие одни взяла. Вот так вот. Так что тоже нужно мне это сегодня-завтра сделать. Дальше зубная паста. Мне посоветовала сестра мужа. Такая вот, кажется, она эту советовала. Сплат экстремально белый. Говорит, хорошо выбеливает зубы. Ну, посмотрим. Она закрытая, не пахнет. Дальше взяла вот такое вот мыло с мочалкой с алоэ верой. Я люблю вообще эти мыла. Всегда беру разные, ну, когда увижу и не забываю, беру. Очень классно в душе и пилинг делать, и мыло как бы натуральное. И вот такие вот 3 масочки After Sun, то есть после загара, после солнца. Тоже марка, собственно, Гратиса. И что-то они по 18 лир, кажется, были. Это вообще копейки. Они с алоэ вера. Я возьму, наверное, их с собой. Мужу купила вот такой вот лак для волос. Он укладывает себе челку, так что возьму с собой, мини-версия просто. И взяла вот такой вот шампунь. Я, правда, им никогда не пользовалась. Вот теперь не знаю, как бы вдруг он мне понравится. Тоже от марки B-Beauty органовый шампунь. Орган, кератин и аминокислоты. Ну, не знаю, в общем, попробуем такой. Я просто не хочу тащить с собой полный шампунь. Мини вот эти версии, которые обычно в отелях, во-первых, не знаю, будут ли там, где мы остановимся, эти мини-версии. Во-вторых, они обычно не очень как бы для волос подходят. Поэтому так, чтобы наверняка хороший был шампунь, вот решила вот это взять. Но, опять же, теперь не знаю, брать его или нет. Или взять еще на всякий случай свой, которым я обычно пользуюсь.
Короче, такая дилемма. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Всем спасибо за просмотр. Пишите, какие покупочки вам понравились. Может, вам сумочка какая-нибудь приглянулась. Может, тоже купите себе. Обязательно напишите. Будет интересно узнать. А мы увидимся с вами уже в следующих видео. Наверное, следующие влоги будут уже с нашего отдыха. Может быть, немножко с опозданием они выйдут. Так что мы, кстати, путешествуем на машине. И, ну, наверное, буду снимать нашу дорогу по самым красивым местам Турции. Все увидите в следующих видео. Так что оставайтесь с нами. Всех целую. Всем пока-пока.